Айваска в Мексике. Мой личный опыт церемонии. Мы сейчас путешествуем по Мексике. Находимся мы в Мексике, Плая дель Кармен. И вчера утром я приехал с церемонии. Я в своей жизни первый раз пробовал айваску. Кстати, айваску название, вообще, я думаю, вы знаете, что это такое, раз вы смотрите это видео. Название айваска, его по-разному все называют. Ну, я ее буду называть просто айваска. Там различные ударения, окончания, интерпретации. В общем, про айваску я слышал давным-давно. Многие знакомые, которые ездили у меня в Перу, в Колумбию, в Мексику, кто-то в Штатах, пили ее и рассказывали про свои трипы. Зачем ее пить, хорошо это или плохо, это все другое, это другие темы для обсуждения. Я сейчас вот рассказываю свой личный опыт. Я вчера приехал только с церемонии. Скажу сразу же, мне очень понравилась эта церемония и эффект вообще от нее. Теперь, как все происходило. Первое, что я неделю готовился. Перед тем, как пить айваску, нужно подготовиться 7 или 10 дней. Что в себя включает подготовка? Это диета. Это не мясо, нельзя есть мясо, молочные продукты, алкоголь, различные таблетки, которые действуют на мозг. Что там еще? Кофе, чай, сахар. Сексуальную деятельность нельзя вести, когда подготавливаешься. В общем, там целый такой список образовался. И что же я ел эту целую неделю, когда готовился к этой церемонии? Я ел орехи, я ел различные овощи и некоторые виды фруктов. Ну, в общем, диета была такая жесткая, если честно. На 7-й день я просто уже очень сильно хотел есть какой-то другой еды. В общем, никаких стимулирующих, никаких продуктов питания, либо там газировку. Естественно, газировку там нельзя было есть такого, чтобы это очень сильно влияло на нашу психику, на наше психологическое и физическое состояние. Кстати, саму церемонию я нашел, и этого проводника, кто проводила ее женщина Аврора. Она тут местная, она очень много проводит эти церемонии айваски. Также там она шаман, я так понял, с Перу, либо с Колумбии. Ну, то есть она постоянно это все организовывает. По рекомендациям я нашел эту женщину, в общем, обратился, написал. Стоило это сколько? Если мексиканские песо перевести в рубли, то 18 тысяч рублей. Нас была группа 8 человек, 7 человек нас было. Мы встретились вечером в 7 часов возле супермаркета. Подъехали 2 машины. Что мы с собой взяли? Коврик для йоги, одежду, потому что ночью, возможно, как мне сказали, будет холодно. Но на самом деле в джунглях не было холодно. Средства от комаров. Ведерко для того, чтобы, если что-то пойдет не так, то блювать туда. Кстати, некоторые участники блювали в это ведерко. Фрукты какие-то, чтобы утром перекусить. Ну и все, в принципе, и бутылку воды. Я это все собрал, мы в 7 часов встретились возле супермаркета и на 2 машинах поехали в джунгли, в определенный какой-то там ретрит-центр, я не знаю, потому что мы приехали ночью, это были джунгли, я не знал, не увидел, как его назывался, как этот ретритный центр. Ну, от Плая дель Кармен примерно минут 30-40 надо было ехать по трассе, а потом сворачивали в джунгли. В общем, вот приехали мы туда, 8 часов уже темно, ночь, темно, джунгли, звезды, Млечный Путь видно. И начали мы саму эту церемонию айваски. Сначала были различные процедуры очищения дымом. Нас там, как сказать, дымом нас полностью очищали всю нашу группу. Кстати, в группе было 2 русскоязычных, это я и еще один парень, который говорил по-русски. А остальные все говорили на испанском и на английском. И эта девушка, которая проводила эту церемонию, она говорит и на испанском, на английском, и на русском. То есть все транслировалось для всех, и все понимали, что происходит. В общем, вот нас очистили, там был костер, такое лобное место. Мы очистились. Далее была процедура рапе. Тоже интересная процедура, я первый раз в жизни ее проходил. Это когда тебе вдувают в нос определенный дым. У меня сразу же пошли слезы. Ну, это классное такое ощущение было. Я пошел, сел сразу же медитировать минут 15. Это для того, чтобы как можно глубже погрузиться в сам процесс церемонии айваски. И после этого мы начали уже саму айваску. То есть я расстелил коврик, постелил подушечку, на которой я сидел и медитировал. Я подошел, там по очереди подходили, пили это зелье. Как это выглядит сама айваска? Была такая чашечка деревянная, там вот столько вот было налито зелье, разные концентрации. Я сейчас уже там прочитал в интернете и до этого. На самом деле айваску готовят там большое количество различных трав. Это определенный такой коктейль, то есть ее можно там миксовать, каждый по-своему ее готовит, у каждого, там, не знаю, свой опыт. И те, кто проходил айваску, мне до этого рассказывали, то, что она очень-очень мерзкая, ее очень-очень тяжело пить, от нее прям
чуть ли не сразу же охота блевать, но хочу сказать сразу же, так как мы с женой жили на Бали полгода, зимовку, и мы там постоянно пили листья сока папайя. Это такая гадость. И вот после нее, мне кажется, уже вот, ну ничего не страшно. После нее, после этих листьев папайя, мы это пили для очищения, потому что это очень крутое средство. После этого вкуса, мне кажется, все что угодно уже можно выпить и даже не зажмуриться. В общем, я был приятно удивлен, когда я выпил первую порцию айваски, первый шот, так сказать. И вкус у него был, ну, как обыкновенный зеленый коктейль с яблоком. Там чуть-чуть такой солененький, чуть-чуть сластил, терпкий такой. Ну, в общем, более-менее приятно было пить. Я вот выпил первый шот и сел сразу же в медитацию. Целый час я сидел в медитации, и первые, наверное, 5, 10, 15 минут я все думал, когда же будет изменено состояние, когда же будет изменено состояние. В своей жизни я пробовал, как-то испытывал даже много различных измененных состояний, то есть холотропное дыхание, breathwork, в различных других практиках. То есть я знаю, что такое измененка, и я к этому был готов. И когда я вот выпил первый шот, сел. Кстати, возле нас поставили ведра. Ведра — это чтобы кому-то сразу же блювать. Ну, вот и я за свою церемонию ни разу у меня не было рвотных рефлексов. Но я раз 10-15 бегал в туалет. А вот это вот, да, правда. В общем, я сижу, медитирую. Звезды, Млечный Путь, я, джунгли, ночь. Джунгли, особенно ночью, различные звуки, там птицы, животные, всякие насекомые, ну то есть там движуха такая ночью. Я закрыл глаза, медитирую и думаю, когда же будет измененка, когда же будет измененка. Потом, как сказать, эту идею, эти ожидания отпустил, просто начал наслаждаться процессом и уже потихонечку начало что-то происходить. Я целый час просидел в позе медитации, промедитировал, потом через час я еще один шот выпил и другие участники тоже выпили. Я опять сел медитировать на час, я уже 2 часа, то есть медитирую. И вот потихонечку состояние, пространство, даже не состояние, а вот именно, ну да, наверное, правильно, состояние, сознание начало меняться. То есть звуки я слышу гораздо четче, вижу я гораздо лучше. В голове различные трипы происходят, не бэд-трипы, а такие, ну вот у меня, по крайней мере, я сейчас про свой опыт говорю, вот такие хорошие, положительные, добрые, я возвратился в прошлое, в прошлом проанализировал там свою ситуацию в школе, что было там с моим другом, в общем, такое вот классное именно состояние. Потом после 2 часа я 3-й шот сделал, выпил и уже сел, больше уже не пил айваску, то есть за всю церемонию я сделал 3 шота, это уже примерно было там 3 часа ночи или там 4 часа ночи, уже не помню, где-то вот так вот по времени. И потом я прилег, естественно, спать я полноценно не мог, потому что, как я уже говорил, я 15 раз бегал в туалет, и все равно на психику это действует, это вот измененка именно, это было крутое, интересное состояние, оно мне очень сильно понравилось. Коллеги, кто был там рядом со мной, кто также был на этой церемонии, кто-то блювал, кто-то также бегал в туалет, ну это их были процессы. Мои процессы были то, что я вспоминал прошлое, думал о будущем. Кстати, у меня был запрос на эту церемонию, на эту айваску. К сожалению, а может к счастью, я не получил ответа. Ну, на самом деле, я ни в коем случае не жалею об этом. Но вот именно те процессы, которые происходили всю ночь в моей голове, в моей психике, мне вот кажется, до сих пор они отложили очень-очень большое такое значение. И мне кажется, я еще буду целый месяц, наверное, распаковывать те знания, те моменты, те ситуации, что ко мне приходило, что у меня крутилось в голове, что я чувствовал, какие у меня были эмоции, что я думал. Ну, в общем, я думаю, еще вот реально месяц, мне кажется, будет распаковка это идти все больше, больше, все дальше, дальше, дальше. Потом наступило утро, ну, естественно, как сказать, полноценного сна там не было, я просто лежал, подушку на коврике для йоги, подушку под голову положил, то открывал глаза, то закрывал, переворачивался, наступило утро, уже светло, потом был шеринг, мы поделились, что у каждого происходило, какие чувства, эмоции, что поднималось изнутри, каждый там участник на английском, либо на испанском, либо я и, там, и другой парень на русском поделились этим, съели по яблоку и немножко винограда там было, ну и в принципе и поехали домой. И в 10 часов, в 10 часов утра я вернулся в Плая-дель-Кармен вчера утром. Ощущение, ну, мне понравилось, это было круто, оно того стоило, это прям... такой незабываемый трип. Опять же,
Мне перед этим много кто рассказывал, что возможен бэд-трип, там поднимется что-то такое, там, не знаю, кукуха съедет, кукуха улетит и так далее. Останешься там на всю жизнь дурачком, там будешь чик-чирик, кукарекать, там с птичками разговаривать. У меня такого не было. Я думаю, это все в том, что я очень серьезно подготовился, именно соблюдая эту диету. Эти вот 7 дней, которые я к айваске готовился, и очень сильно мне помогла медитация. Дело в том, что я являюсь преподавателем медитации, и я более 2 лет медитирую каждый день большое количество времени. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что это такое. И когда я сидел где-то 2,5-3 часа медитировал, то есть я не контролировал процесс, я позволял ему быть. Но я в любой момент мог вернуть свое сознание и состояние в настоящий момент. И вот медитация — это тот фундамент, на котором я стоял. То есть дыхание было ровное, спокойное, мысли я не контролировал, дыхание не контролировал, а именно находился в глубоком процессе медитации, вот 2-3 часа. И именно вот благодаря медитации, мне кажется, я так классно испытал такие чувства, эмоции, и нисколечки не боялся. Ну, то есть я был эмоционально, физически готов, ментально был готов. У меня был этот фундамент из моих медитаций, то, что я такое большое количество времени медитирую, и знаю, что это такое, и как вернуть себя. Там, не знаю, если что-то пойдет не так, ну, то есть медитация — это такой якорь, это такой, для меня это фундамент и основа была. В общем, вот в принципе и вся история. Кстати, хотел сказать то, что вот тот парень, который русскоязычный тоже был, он, оказывается, я его спросил, он уже не первый раз приехал на церемонию айваски, я у него спросил, а сколько раз ты сюда вообще приезжал? Он сказал, 20 раз. Это вчера у него была 20-я церемония. Я говорю, и чё? Ну, как сказать, а почему приезжаешь в 20-й раз? Это реально помогает? Тебе это нужно? Он говорит, да, в определенный момент жизни, там он находит ответ на свои вопросы. Ну, то есть он тут год уже живет в Мексике, в Плайя-дель-Кармен, и за это время посетил 20 церемоний айваски. В общем, вот так. Ну, это не буду называть его фамилию, имя, неважно. Вернусь к себе. Ну, что по итогу? Приехал, глаза у меня вот такие, ясное видение, концентрированное, такое свободное, спокойное состояние. Офигенно. Я не могу это передать словами, это нужно все проживать эмоциями. Вот именно эмоции только могут это все объяснить, сказать и как-то донести то, что у меня внутри. Потому что, ну, словами я вот реально пытаюсь сейчас подобрать какие-то слова, они банальные, простые выходят. Это нужно все самому переживать, и, ну, мне понравилось. Я нисколечко не пожалел, что в Мексике попробовал этот опыт церемонии, процедуры айваски. Было круто. Если есть какие-то вопросы, задавайте, поделюсь, там, не знаю, что у меня было, может, более как-то лично, конкретно. Спасибо большое за просмотр.